Здравствуй, дорогой зритель, я рад приветствовать тебя на канале Гримера, то есть на моем, с тобой я, то есть Гример, да, именно он. И сегодня мы с тобой продолжаем изучать Overlord Fellowship of Evil, игра, которая уже имеет к себе множество вопросиков, очень много вопросиков, но есть в ней что-то и хорошее, что-то вот такое вот, что-то странное. Вот хочется сказать, что она хорошая, а почему непонятно? Как бы вот очень непонятная, неоднозначная игра, собственно, больше, наверное, плохого, но что-то вот, ну, есть там щепоточка. Да. И сегодня у нас с тобой на повестке дня мы продолжаем заряжать второй осколок башни, сердце башни. Башня была в первой части. Сердце бездны. Вот. Который, собственно, уже почти зарядился, как сказал нам наш советник. И идем мы, собственно, за ним. Да. Так, операция Овечка прошла успешно. Деревенская ярость. Орда зомби таинственным образом, да, это мы читали. Ступайте в Летавиль, убейте что-нибудь красивое и заставьте Гнарла... не успел. Ну, бывает. С другой стороны, он не всегда говорит что-то очень интересное. Власть развращает, а абсолютная власть может быть весьма веселой. Гнарл как бы херни не скажет. Неспроста он так долго живет. Он уже, получается, советником был у скольки? У многих повелителей. И вот мы вернулись. Хочется утопиться. Нет. Ладно. Что-то мне подсказывает, что где-то недалеко от этой деревушки, в лесах, в начальной заставке, которую вы не видели, я видел, а вы нет, а вы не видели, сидели, собственно, наши миньоны и разглядывали то, как я страдаю. О, портал находится немного не там. Вы уже устраивали здесь бойню? Возможно, эта растущая мощь осколка действует на вас. Возможно. Я предлагаю добрать недостающие, значит, кубики, чтобы, ну, как-то быть поинтереснее в плане, да, в плане своей повелительности, в плане своей, да. Как бы вот мы и вернулись, получается, а тут уже веселья нет. Все веселье мы с вами прекратили, закончили, остановили. Что правильно остановили? Вот этого я не поджигал, не врите. Бегите, бегите, они камеру сбили. Как ни странно, я не думаю, что они говорят о нас. Естественно, я же всего лишь всадник бездны, а не повелитель. Был бы я повелитель. Зомби! Осторожно, они действительно довольно легковозбудимы и немного вспыльчивы. Зомби. Хоть где-то зомби, это зомби. А почему колхозники заодно зомби? Не понял. Вообще сейчас не понял. То есть как бы... нет, смотри, нападают. Держитесь за свои мягкие места, вот еще больше идут. И я думал, что мы главное по погрому. Кажется, что у нас есть конкуренты. Да, конкуренты явно имеются. Ну, что я могу сказать? Зомби, к слову, не так почему-то весело разлетаются. Чем дальше в лес, тем меньше рэгдола. Вот в этой игре. Не бойтесь, хорошие люди, мы сияющее правосудие спасем вас от перских зомби-террор. Что? А где наши зомби? Итак, что вы должны сделать? Отправьте войска, завершите дело, я нужна в другом месте. Ага, ваши зомби. То есть это сделали вы? Вот о чем я, собственно, к слову и говорил, когда упоминал все разы огненных миньонов. Вы сами видели, да? Только что вам удалось лицезреть тупейших созданий в моей армии. Да. Самую интересную боевку вы можете наблюдать прямо сейчас. Они мне не нравятся, по большей части, эти враги, даже не потому, что они там блокируют удар, их долго и нудно, скучно бить. Потому что они не летают по рэгдолу.
И их трое. Да ну... Не надо. Вырубай шарманку, кому сказал. Да. Кстати, ну вот да. Вот если следующие, да, враги, которых мы встретим, то есть после зомби, получается, да, следующий вид врагов, тоже не будет летать по рэгдолу, я отчаюсь. Очень сильно. И игра, и пойму, почему игру так захейтили. Потому что как бы с рэгдолом-то все намного веселее. Вот кому интересно вот такая боевка? Никому, правильно. А вот боевка с рэгдолом, это весело. Враги смешно летают. Так, а ну пошли. Собираем лут. Не взрываем, не нервничаем, не нервничаем. Просто собираем лут. Просто правильно бери, ходи, собирай лут. Просто принеси мне эти чертовы осколки. Не нервничаем. Пошли нервничать, не надо. Ух ты, это можно было сломать? А выжить перед натиском зомби. А я разве нет? А. Единорог. Ты что-то творил? Что он сделал? Это был Спаркл. Кровавые единороги. На самом деле нахальные. Короче, большие пони. Не успел. Не умею читать, да, тупой, не умею. А что ты мне сделаешь? Ничего, правильно. А как подобрать? Никак? В смысле, то есть... А что? А что не так? Может быть, может ты пойдешь возьмешь его? Нет. То есть мне просто идти в портал, да? Просто до этого мне нужно было самому все это носить на своем собственном горбу. И как бы, ну это не то, что было очень приятно. Все нормально. Сердце бездны восстанавливается постепенно. Очень громко, опять они этому радуются. И я думаю, что пора рассказать вам немного больше о сияющем правосудии. Давай. Они паршиво одеваются, но очень эффективно в бою. Ладно. Именно они ответственны за гибель нашего предыдущего хозяина. Это башня? Подожди, это же... What? Оу, грустно выглядит очень грустно. Они во главе с Талио, несколькими паладинами, леди Клариса Бодрая, сэр Седрик Чистейший и Спаркл. Он... ладно, вы видели. Он пони-паладин. Все, я понял. Так получается что? Получается, что события, собственно, этой части игры, видимо, непосредственно после... Итак, трио, кто против нас? Вот кто против нас. Тем не менее, выше нос, всадник бездны. Да. На самом деле, я думаю, что вы найдете то, о чем мы говорим. Да, господи, Рикет права, ваше зло распространяется плодотворно, а тем временем ваши разведчики при квесте сообщили, что третий осколок находится в Вороньем доле. Вороньей доле. Успел. Просто подпрыгните, подскочите и будете далеко отсюда. Я думаю, что догадываюсь, откуда эти зомби. Как-то раз я завела зомби в качестве домашнего животного, но я забыла его покормить, и он съел свои ноги. А лучше всего найдите это, я имею в виду Воронью долину. И не приводите зомби домой, как бы они не упрашивали. А поэтому, прежде чем вы это узнаете, вы же жевали свои мочки ушей и ступали по мозгам. Да. Посмотрите на карту и узнайте, где те зомби и откуда. Тогда вы должны найти третий осколок сердца бездны. Я знаю, что ради зла надо работать, работать и еще раз работать. Справедливо. А я не отказываюсь. А я, собственно, беру и иду, и ты со мной вместе идешь туда.
А, вот она, Воронья долина. Там слизни, розовые твари, паладины, повсюду. Охотник на зомби, получается, да? Акт 2. Мы перешли во второе. Зомби направляются в Воронью долину, где, по сообщениям, находится третий осколок сердца бездны. Нежить. Это, как правило, признак темной магии. Похоже, у нас конкуренция. Ну, вообще... Доберитесь до Вороньей долины и выясните, откуда берутся эти зомби. А вообще, что-то мне подсказывает, что вот эта вот женщина, да, которая появлялась, Клариса там какая-то там, ну, судя по ее словам, это она прислала зомби, собственно, в деревушку, а потом такая, типа, а мы защитим вас всех. Вот так они и держат людишек под контролем, да? На самом деле тактика правильно, и я не то чтобы ее осуждаю, но гораздо проще нести зло и быть им. Ты хотя бы честен самим собой. Я хотя бы честен самим собой, в отличие от чертов паладинов. Паладины как бы, ну, не будем. Это Воронья долина. Немного больше в моем вкусе, чем маленький веселый сосед. Осмотритесь и узнаете, откуда берутся зомби. Так вот, да, не будем о паладинах, сами можете зайти в интернет, смотреть мемы, почему паладинов не любят, да, почему их осуждают белые гетеросексуальные мужчины, да, а мы эту тему опустим, потому что нельзя в культурном цивилизованном обществе, толерантном ко всему вот этому вот, такое обсуждать, да, как бы, ну нельзя. Нужно быть беспристрастным. Ох, жаль, это что фрагмент там. В смысле, жаль. Да, с чего это вдруг жаль-то? Почему-то жаль. Почему жаль-то? Жаль-то почему? Я-то вроде как это. Или сейчас там... Я... Это... Остановись! Не надо мне вот этих твоих приколов. Не понимаю я этих твоих мемов забугорных. Я еще добежал. И почти не потерял лица. Очень странно. Когда очень легко и просто. Мы дошли до осколка бездны. Давайте подойдем к нему. Давайте. Это похоже на маленький кусочек сердца бездны. Он должен быть откололся от главного осколка, самородка самого чистого зла. Сбор фрагментов даст нам преимущество при зарядке осколка. Ну, да, их будет проще заряжать по маленьким кусочкам, постепенно сея зло. Не нравятся мне эти свежие могилы. А почему они мне могут не нравиться? Да просто потому, что это тварюга паладинец уже устроит из себя вот это грязное свое таинство темное, да? Да, вот к чему мы, собственно, и пришли. Без зла. Да, зло это всегда противовес добру. Без зла не может быть добра. Оно нахрен никому не нужно. Поэтому они это поняли. Они-то это поняли. Жаль, что поздно. Жаль, что когда уничтожили предыдущего повелителя. Потому что теперь им приходится воскрешать мертвых. Похоже, фрагмент осколка поражает зомби. Теперь их не приручить. Жаль. Как приятно видеть зомби свободно шатающимися. Жаль, что вы должны всех их убить. Серьезно, они вроде... руки и ноги всюду. Зомби действительно можно устроить прикольную резню. Да. Так вот, смотри, они вот вроде как отлетают. Ну, типа, как бы и да. К слову, вот вы только что могли наблюдать тактику, по которой мы в Vampire Survival, собственно, в следующей серии, наверное, ну, в одной из следующих, в любом случае точно, будем пытаться убить смерть. Да. Потому что, как оказалось, как сообщают источники на полях, что без крысятничества ее не завалить. Давай. Вот он, посмотрите, вот так должен падать противник по рэгдолу. Именно так, посмотри, паладин защищает зомби. Это я же говорил, я говорил.
А вы не верили, а я говорил, что это все паладины, это все их происки. Происки этих грязных, остроухих эльфов. Не было бы эльфов, не было бы у людей проблем. Связались не пойми с кем. Да, вот казалось бы, колхозники. Одно слово, а все сразу понятно. Вот не связались бы они вот с этими молодыми и не очень красивыми людьми, а все было бы гораздо проще. Вот ты видел? А зеленый-то неплохо. Какой урон наносит, к слову. А где лут-то? А лут-то где? Где лут? Лут где? А вот лут. А вот он лут-то, вот он весь лут здесь. А я его там еще. Так, собираем, родненькие, давайте. Налоги платить нужно за то, что я вас вызываю. Так, ну, очевидно, что нам туда, но что-то мне подсказывает, что возможно, а может и туда. А здесь вообще карта, хоть в каком-то ее виде, нету. А, нам сюда. Маленького зла, долгая дорога. Так, подождите, а там уже можно было сломать какие-то те или иные, по крайней мере, да, кушери, и был проход куда, или мне показалось? Мне, видимо, показалось. Ну, получается, что показалось. А тут что у нас? И тут показалось? Куда они бегали? В домик? А что вы тут в домике делаете? А в домике-то сундучки. Вот она самая приятная вещь, да, что мы нашли в этом городке. Воронья долина, собственно, болото, кладбище. Куда же без болота и кладбища? Я думаю, что когда-нибудь разработчики RPG игр придут к тому, что, ну, собственно, болото это никому не нужно. Он либо очень сильно кайфует, либо он достаточно низкий, чтобы не получать от этого урона. Хорошо это или плохо, судить не мне. Хотя, наверное, мне. Почему? Они же мои прихвости. Хоть получил по лесу. А что я, собственно, переживаю? Меня вполне себе прекрасно лечат сильнее. Я могу просто бежать. Просто бежать и не заботиться о каких-то не очень важных для меня вещах. Сильно. Очень сильно бьет эта штука. Вот он, осколок. Мы подбираем, получается, его. Берем, подбираем. Зомби любезно открыли нам ворота, что, возможно, значит, что там нас ждет ловушка. Но мы, как не самые осмотрительные, возможно, не самые умные повелители, то есть всадники бездны, прошу прощения, да, за помарочку. Пойдем сюда и будем тут изучать что-то, заборы. Заборы тут есть заборы. Очень долгие моменты запустения. Игра никак, ну, в принципе, как-то поощряет, конечно, исследование, потому что там в одном из 10 домов встречаешь сундучок. У нас есть зомби! Работай над этим, всадник бездны! Вот, опять же, мне указывают. Я не чувствую повелительности. Зачем было выносить Оверлорд в название? Вы могли назвать игру как-то иначе, наверное. С другой стороны, слышал я недавно, что узнал, для меня это было открытием, честно вам скажу. Открытием для меня было, собственно, вот что существует отдельная игра. Никогда не понимал эту увлеченность зомби-мозгами. Позвольте мне заметить, что не самая вкусная часть. Так вот, существовала игра, посвященная, собственно, просто миньонам по вселенной Overlord. И это очень любопытно звучит. Как минимум звучит очень любопытно. Не знаю, так ли она прекрасна, как предыдущие. Да? Там три части была на еще замечательная игра на Wii. На Wii выходила часть Overlord. И если вдруг кто-то очень сильно хочет ее посмотреть, вы просто скажите, я это сделаю специально для вас. Но
Собственно, да. И как бы тут вроде как бы тоже... Я должен признать, что мне действительно нравится, видите, хорошо, да. Так вот, тут, собственно, вроде как тоже не то, чтобы Оверлорду игра посвящена, как и там. Там миньонам, там, ну, как бы, игра по вселенной. Назовем это так. Но та игра была встречена гораздо более тепло, чем эта, потому что эту просто хейтят. Что это такое? Там что-то было и что-то это умерло. Значит, это было что-то не очень важное. Все просто. Так, собственно, призываем наших многоуважаемых миньончиков. Продолжаем резать орды абсолютно безинициативных, отвратительных уродов, зомби, которые ничего нам не могут противопоставить. Я думаю, что для них, ну, в смысле для зомби, да, правильной тактикой было бы ведение боя как бы толпой, нахрапом наступать на меня, да, нахрапом на меня наступать, очень больших количествах, брать числом, так сказать, меня одного немногочисленного, чего они не делают, на удивление. С другой-то стороны, я вооруженный силой рэгдола, и мне как бы без разницы количество этих самых зомби. Я могу убить их в любом их числе, неважно, будь их там 2, 10, 200, 100, 500, 1000. Без разницы, абсолютно. И тогда непонятно, а зачем вообще зомби здесь есть? Просто как мясо? Ах, другой фрагмент. Ну идем, там что-то плохое происходит. Да ну за шо мне опять эти ваши этапы на скорость? Кто вообще решил, что хорошей идеей было бы добавить этапы на скорость в игру про, сука, повелителя злого, повелителя зла, не знаю, злого повелителя зла, да? Ведь как бы два чего-то у нас теперь есть. Я, собственно, так и не понял. Это были не ворота, это просто ловушки. Хорошо. Допустим, просто ловушки. Допустим, что она и тут как бы просто стреляет. И что от нас хотят? Чтобы мы что сделали? Чтобы мы убили очередную партию безинициативных зомби. На текущий момент никому не позволите выжить, иначе они пойдут за вами домой. Я думаю, что Рикет слишком любит зомби. Вот что я вам скажу. Да, Рикет слишком... Ну, она же как-никак заводила домашнего зомби. Так вот, на текущий момент даже тот угрюмый босс-файт с двумя тефтельками был не таким, как бы, плохим, оказывается, да? У нас есть этап, где мы сбиваем зомби, который, вот, было бы, наверное, даже лучше, если бы они умирали от одного, собственно... Стоп, что? Паладины сражаются против зомби здесь и сейчас. А почему? А почему до этого как бы они против них не сражались? И как бы для меня было очевидно, что, наверное, зомби на стороне паладинов должны быть. Что-то пошло не так. Либо искусственный интеллект сломался, либо же... Вот, это тот самый мужик, которого мы там убили как бы случайно. Теперь мы его убьем специально. И не будем об этом жалеть. Либо же, да, искусственный интеллект сломался, чему я, ну, как бы не то, чтобы сильно удивлюсь, скажем так. Да, time to loot. Time to loot. Справедливо. Time to loot. Трофеев сейчас мы так не собираем. Будет их много. Я надеюсь, что их будет много. 250 монеток. К слову, 250 монеток это прям, ну, хорошо. Я считаю, это прямо таки отлично. Мы сможем купить новые шапки для миньонов. Абсолютно бесполезные, но очень красивые шапки для миньонов. Ты спросишь, а зачем? А я тебе не отвечу. Потому что я не знаю зачем. Так. Тем временем. Go! Опять. Гонка? Нет, не гонка. А почему? Интересно, для чего эти клетки? Или для кого?
Ну, наверное, для довольно-таки быстрого превращения человека в зомби. Не знаю. Кстати, неплохой, наверное, стартап в те времена у них там в их мире сродить зомби. Потому что, прикинь, сколько бы тебе платили паладины за то, что ты создаешь средства удержания их власти. Это же, блин, это я не знаю. Надо будет загуглить просто, какая зарплата у того самого человека. Я думаю, что кто поймет, тот поймет. Вот, и примерно оценить возможности, да, капиталовложений в эту отрасль. Я думаю, что это было бы круто. И есть основной осколок, похоже. Все найденные фрагменты здесь. Есть немного энергии, но этого недостаточно. Насарда! Да, сейчас будет достаточно энергии. Смотри. Так, внимание, вопрос. Если я ломаю вот эту вот их цыганскую хижину, прям вот сразу, просто вылезет новое. Зомби неправильно поняты. Все дело в этом мозги. На самом деле это крики о помощи. Справедливо. Кстати, я тоже над этим задумался. Может быть, они кричат мозги не потому, что хотят их как бы поесть, а потому что... Я думаю, вам вещают кишки на уши, всадник бездны. Так вот, все дело в том, что они лишились собственного разума, рассудка, и они очень сильно это переживают, да? Их можно тоже понять, как бы. Возможно, при превращении им кто-то рассказывает чудесную сказочку о том, что если они будут кушать мозги, они снова станут людьми. Но не верьте всему этому бреду, потому что это неправда. Я видел, зомби обратно в людей не превращаются после того, как съедают чьи-то мозги. Собственно, да. Можем лицезреть, вот, собственно, как бы, да, как это происходит, потому что в прошлом нам встречались, собственно, ребятушки. На болото туда ползти, лут там, весь лут там-то. Жаль, что мне никто не объясняет в момент появления лута, где... Че его так мало? Где этот лут, собственно, будет появляться? Я бы не отказался после третьего осколка сердца без. Так, окей, мы собрали трофеи. Допустим, 12 штук целых. Это вам не хухры-мухры. Да. Так, мы его подобрать можем, не можем, почему-то не подбирается. То есть первые 3 весьма успешно подобрались, а этот что-то как-то не очень хочет. Ладно, идем дальше. Собственно, чего нам терять? Мы просто движемся вперед, и нам говорят, беги. Я вижу фрагмент. Должны немного добавить активности главному осколку. Продолжайте. Вот этим посыльным, блин. Кстати, таймер не запущен. Может быть... из-за того, что я молодец, прошел 2 этапа гонки, и они такие говорят, ну как бы, хватит с тебя, молодой, у тебя и так слишком много вот этой непонятной херни, которую я не знаю, что она вообще значит, куда ее применять. Но ее у тебя и так много, поэтому больше тебе как бы и не нужно. Я подобрал. А дальше? А дальше-то что? По-моему, я уже видел вот эту локацию, нет? Это же начало. Это же прям стартовый кусок вот этот. Просто без хлама в углу. Лень. Похоже, лень. Так. Людишки, значит, свободно сидели в клетках, свободными их выпустили. Проклятые колхозники чешут головку и думают, о боже мой, что же происходит? А их выпустили к зомби на съедение. Смотри, он снял голову. Он снял голову. Это же прям как в том самом фильме. Она была женщиной. Кстати, как определить половую принадлежность местных зомби? Я вот сейчас задумал. Купается молодой. Купается? Слушай, мне... это была забавная деталька. Вот забавную детальку они смогли добавить, а нарисовать новый переход и, может быть, еще пару мобов накидать, они, значит, не смогли, видите ли. Я могу его оттуда достать?
Не могу, да? Очень грустно. Очень-очень грустно. Так, это я, значит, получается, превратившийся колхозников одолел. А теперь мы с вами одолеваем, значит, оставшихся зомби. Тех, кто, собственно, превратили колхозников в зомби. Здесь у нас пустота. А ты тут какими судьбами? А хватит? Они нужны мне, вот эти вот твои приколы. Ух ты. Слушай, ну его можно использовать как такую мгновенную гранату красных, я так понимаю. Если ты стоишь в упор к противнику, то они как бы не успевают особо набедокурить. Они прям берут и прям взрываются. Получай. Получил, получай. Получил, получай, получается. Так, а мне кто-нибудь принесет? Синий кубик не принес никто. А, я умер. А, ну ладно. Ой-ой-ой. Тягостно на душе стало. Сейчас опять убивать этих. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну не надо. Не, справедливости ради, зомби смешнее, чем колхозники, потому что они хотя бы отлетают от рэгдольных ударов, чего колхозники не делают. И это им минус. Вот если бы они хотя бы отлетали. Я могу... О, я могу! Я мог все это время это пропустить. А почему я этого не делал? Кто-нибудь мне объяснит? Потому что я не знаю. Так вот. Потому что, да, они хотя бы отлетают, там падают на спинку, такие... Бэ. Если бы у них отваливались части тел, было бы, по-моему, гораздо интереснее, как минимум. Это не точная информация, абсолютно, слово совсем, но было бы забавнее. А еще они ужасно медленные. Эльфы хотя бы сами к тебе прибегают, а тут, ну, как бы, в силу некой инертности персонажа, скажем так, ты вот как бы делаешь удар, а он отлетел, а ты вот как бы случайно нажал еще раз, он делает еще один удар, и этот удар в молоко, и чтобы потом что-то с этим, ну, как бы, сделать, тебе нужно заморочиться. А кто любит заморочки такие? Никто не любит. Никто не любит подобные заморочки. Правильно. Ты что натворил? Ты чего наделал? Ты зачем это сделал? Извиняйся. Извинись. Бы. Он нырнул и вынырнул. Ля, прикольный. А урон не нанес этим. Ну, зато прикольно нырнул и вынырнул. Ух ты! Зомби замесили паладин. А, может быть, я зря, собственно, все херней занимаюсь, там, пытаюсь убить. Может, стоило как бы... Ага. А может, стоило как бы просто отойти и наблюдать за самым забавным автобатлером в истории. Опять же, мне все еще кажется, что это, блин, неверно. Что они должны реагировать друг на друга совсем иначе, что как бы они должны быть вместе против меня, что паладины как бы не должны быть вместе с зомби. С другой стороны, подожди-ка, Гнарл же нам сказал, что из-за темного осколка, да, из осколка сердца бездны их нельзя приручить. Вон оно в чем дело. Вот почему они сражаются. Я нашел объяснение. Я нашел, я умный, я догадался, сам догадался. Мне никто не подсказывал даже ты не подсказал, а мог бы, а мог ведь мог, ведь мог подсказать, что же у нас тут. Если бы они, собственно, не начали это ломать, я бы, наверное, подумал, что это что-то неломаемое, но раз уж вы такие добряки, меня очень сильно любите, миньончики мои, вы как бы, да, спасибо вам. Так. 26 штучек у нас есть. Новый меч мы не купим после этой миссии. Это очень грустно на самом деле. Этот фрагмент там. Похоже, чтобы его найти, надо поискать левее. Затем отнесем его в адскую бездну. Ладно. Ладно, давайте. Да, пойдемте искать левее. Пойдемте искать левее, а потом отнесем его в адскую бездну, собственно. А, собственно, почему бы и нет? Я как бы и не против, ведь я же ведь что? Я сказал, что против, я не против. И это треть, по-моему, их там должно быть 4, потому что на картиночке, которую нам показывал, да, наш многоуважаемый многостаночник Гнарл, вроде как было 4 каких-то непонятных камня, которые светились как бы разными цветами.
И как бы эти тоже осколочки, немножко разных цветов. Ну, в общем, вы поняли, да? По-моему, я заблудился. А нет. А ведь нет. Может быть, левее это была отсылка к тому самому правилу левой стороны. Это ведь похоже на лабиринт? Ну, отдаленно похоже. А в лабиринте нужно что? Правильно, нужно идти по левой стороне, и тогда ты точно выйдешь к выходу. Вообще, как бы по одной из стен, на самом деле, наверное, да? Потому что, ну, как бы, если он не закольцованный, то ты к выходу-то точно выйдешь. Но тут, как бы, да. Лабиринта не случилось. Лабиринта, как бы, не произошло. Увидишь. Ладно. Лабиринта как бы не произошло, зато произошло что-то гораздо более интересное. Зато произошло нахождение осколочка. Осколочка. Что это такое? Это ассасины? Или да, или нет, или да. Или да. 10 тысяч лет как-никак прошло с нашей встречи с ним, последний. Или первый. Неважно. Так вот. Я думал, что это магия. А почему он в таком случае убегал от нас, когда мы его в первый раз встретили? И, по-моему, они чем-то в меня стреляли. Ну, подобные выглядели, по крайней мере, точно так же, как вот эти молодые люди. Были, наверное, иными, но выглядели так же. Не понимаю. Возможно, вам следует натравить крестьян на зомби. Я уверен, что они смогут поджечь дом, закричат, когда они всей семьей. Ладно, давайте натравливать крестьян. Плохая идея была. Посмотри, они же как бы крестьян, может зомби на крестьян натравить. Мне правда нет. Да, тебя уже нет, да. Что за цирк теней? Ах, ничего не так, блядь. Ля, танцуют. Ля, такие зайки. Вот вам лучше танцевать, ребята. Вам не надо со мной сражаться. Просто танцуйте. Танцуйте вы классно. На самом-то деле. Подожди. А это другие крестьяне. Не, ну мне по-любому, наверное, нужно убить всех, да? Я правильно? Я почти заставила меня пожалеть зомби. Почти. Ты уже одного пожалела? Остановись, женщина. Хватит с тебя и одного пожаленного. В общем, вы поняли. Одаренного твоей заботой зомби. Давай вот так вот скажем. Пожаление. Желе. Просто желе. Да. Собственно, я даже не успел замечать, как появляются красные. Они прям моментально просто исчезают. В эту же секунду. Так, лут у нас. Ага, не только впереди. А ведь не только впереди. Обман кроется повсюду. А ведь я слышу звуки лута позади сейчас. Правильно ведь? Да, конечно. Обман, опять обман повсюду. Опять обман, и опять он повсюду ведь. Он ведь тут не просто так, вы какие-то очень медленные. Как ломать столы крестьян, так вы это первее всех, как поднести к своему, ну, уже, может, и не повелителя, но все еще командиру хоть что-нибудь полезно, так это вы не можете. Последний осколок фрагмент. Последний фрагмент осколка. И осколок, неважно. Так, чувствую я, что там меня ждет наша много неуважаемая совсем молодая особа, которую как-то там Камила, Карина, Кристина, паладинша, вот это вот сраная. Она это паладинша, все. Паладинша это, собственно, нас там ждет. И куда-то мы пришли. Не зря шел сюда. Да. Так вот, это, собственно, паладинша нас там ждет, чтобы что-то с нами сделать, наверное, не очень хорошее. Мы сейчас и убедимся. Это наживка. Я уверен, что все это... Последняя телега отбывает в Глухобрачье. Я никогда раньше не была в Глухобрачье. Я так взволнована. А каникулы в Глухобрачье — это место та еще свалка. И поверьте, мне таких еще надо поискать. Подожди, это был Гнарл? Ну ладно,
Все равно они этому рады в любом случае. За Орду! О, жаль, разве это не так? Наш поход возглавляют голодные зомби. Постарайтесь не сожрать друг друга. За Орду, да, за Орду. Я поддерживаю это высказывание целиком полностью. Ах, да, могу весь день смотреть, как вы убиваете зомби всадник бездны. И, честно говоря, это такое наслаждение. Нет. Там вообще не наслаждение. Ой, слава богу. Слава богу, это кончилось. Пока зомби, да, как вы повеселились с ними, да, весело провели время. Расскажи, сука, расскажи, блядь, весело время провели. Ну ты в кутузке расскажешь, как ты весело с ними время провел. Да? Знаете, самую лучшую шутку в мире. Знаете, в чем вся проблема некрофилии? Знаете, да? Непонятно, кто из вас более гнилой. Вот тут как бы та же история. Не буду я веселиться о зомби, скажем так. Это того не стоит. Вот опять, там был пустой тупик, а тут, наверное... О, ну хоть тут что-то есть, хоть что-то есть. Я не очень вижу смысла, да, в том, что я сейчас делаю, но Плюшкин, тот самый Плюшкин внутри меня, он как бы говорит: пойди возьми, ну лучше, ну что тебе стоит? Тебе-то что? Что ты потеряешь, если возьмешь немного лута? Сука, дом закрыли, уехали на каникулы и закрыли дом. Кто так делает? О, домой, солнышко пригреет. А вот и нет. Так, ну, собственно, что? Получается, что третий осколок на месте. Советы звучат разумно, но если подумать, зачастую они бесполезны. Да, в большинстве своем. Ты мне так и не скинул рецепт, к слову, Гнару. Таким образом, темные эльфы организуют отдых в глухомрачье. Я чувствую, что происходит что-то подозрительное. Я вовсе не имею в виду буквальный Гульфик Гильберт. Третий осколок почти получен. Я говорю, мы направляемся в глухомрачье, чтобы выяснить, что эти темные эльфы замышляют, и попутно привнести немного хаоса. Справедливо. Карта покажет нам путь. Да? Так, а мы с вами тем временем сегодня на этом заканчиваем. Да? Значит, все ссылочки, куда можете перейти в описании. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк, колокольчик. Если вы не нажали колокольчик, обязательно его нажмите, чтобы знать о выходе все первыми. Написать вам комментарий, наш. И все остальные комментарии тоже не забывайте писать. А с вами был Гример. Удачи и до скорых встреч.